Алексей дождался, пока волчонок привыкнет к нему. Потом парень достал из рюкзака кусочек сала и подманил Алтая. Волчонок схватил сало и быстро его съел. Алексей аккуратно взял малыша за загривок и потащил к себе. «Только не кусайся, а то здесь оставлю», — сказал ему Алексей. Волчонок как будто понял, почувствовал, что Алексей ему зла не желает. Зверь доверчиво прижался к леснику и тихо заскулил. «Ну, не плачь, пойдем домой, домой, Алтай», — сказал Алексей и, подхватив волчонка на руки, быстро пошел в сторону своей сторожки. Когда подходил к дому, уже стемнело. И вдруг в темноте откуда-то издали послышался надрывный вой. Алексей обернулся и увидел на пригорке силуэт одинокой волчицы, протяжно воющей на яркую луну в небе. Волчонок вырос и ушел в лес. Алексей не удерживал серого друга, он знал, что волки не любят неволю. Да и кормить взрослого зверя стало весьма накладно. Первое время Алтай приходил иногда к Алексею в сторожку, но визитов этих становилось все меньше и меньше, в конце концов, они вовсе прекратились. Однажды зимой Алексей охотился в лесу. Обратно домой возвращался на коротких охотничьих лыжах. Парень съехал с пригорка и попал ногой прямо вместе с лыжей в капкан. Пока разбирался со старым капканом и выбирался из оврага на сломанных лыжах, начало смеркаться. Алексей озяб сильно, руки уже не сгибались, нога была сильно ушиблена, может, даже сломана. Парень лег на краю оврага и стал себя заставлять собраться с силами и попытаться нарвать веток с сухого орешника неподалеку, чтобы разжечь костер и согреться. Алексей боролся с усталостью, но чувствовал, как на глаза наваливается тяжесть, и они слипаются. «Неужели это смерть?» — с отчаянием подумал Алексей. Засыпая, он увидел странный сон, как старая волчица сидит рядом с ним и воет, 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 а тысячи волков выбегают из леса и ложатся вокруг него, согревая своими телами. И вот уже он сам превращается в волка. Он бегает в волчьей стае по лесу, резвится вместе со своими серыми братьями, охотится на оленей и воет на луну. Очнулся Алексей от странного знакомого звука типа громкого сопения. «Алтай, дай поспать», — пробормотал Алексей и попытался натянуть на себя одеяло, которое никак не мог нащупать с закрытыми глазами. Тогда он открыл глаза и от удивления обмер. Впритык к нему лежало несколько диких волков, а на ногах спал его Алтай. Алексей огляделся и сразу все вспомнил. «Алтай, братишка, ты спас меня, дорогой мой дружок», — сказал Алексей и погладил своего серого друга по жесткой шерсти. Разводить костер Алексей не стал, а сразу поковылял в сторону деревни. Нога немного ныла, но уже не было такой острой боли, как вчера. Видимо, Алтай каким-то таинственным образом снял воспаление с ушибленных мышц. Волки следовали за Алексеем почти до самой сторожки, потом отстали. Алексей оглянулся. «Алтай, брат, спасибо тебе», — сказал лесник волку. Алтай слегка вильнул хвостом, тряхнул головой и побежал в сторону леса. С пригорка раздался вой, Алексей оглянулся и уже не удивился, когда увидел там силуэт старой волчицы.